Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, почему ты влюбляешься в палачей. Ну, которые тебе делают больно и так далее и тому подобное, абьюзят и прочая вот эта ерунда. Посмотрим максимально глубоко психологически, посмотрим причины и давайте, я думаю, долгий ящик не будем откладывать, сразу начнем. Единички. Напомню, передо мной бумажка с 3 вопросами. И первый вопрос: какой твой сценарий внутри заставляет тебя вот снова выбирать палачей, да, плохих мужиков? Ну а тут по картам сценарий знаешь какой? Ты вот с детства впитала такую модель, что вот мобильность, говорю, стабильность, безопасность, вот это все приходит только от жесткого мужчины, который все контролирует, который на словах дает материальную защиту, да, в виде денег, а на деле он держит тебя в постоянном страхе и в самоистязании, и это повторяется, потому что твоя психика, она кричит о знакомом вот этом аде, где ты привыкла выживать под прессом авторитета. Короче, вот представь, смотри. В семье отец был вот таким типичным королем дела. То есть зарабатывал, обеспечивал там жилье, еду, но эмоционально давил. Унижал даже за маленькую ошибку. Заставлял чувствовать себя ничтожеством. И ты вот научилась ассоциировать любовь с этой смесью ужаса и зависимости, потому что без боли нет подтверждения, что тебя держит. Понимаешь? И вот теперь каждый раз, когда ты встречаешь такого же палача, то есть успешного, практичного, горы золотые обещающего, то твоя тревога, она внутри взрывается. 9 ночей кошмаров, когда ты лежишь без сна, да, представляешь, как он тебя бросит, если ты не будешь там идеальной жертвой. И выбираешь именно его, чтобы заглушить вот этот внутренний ужас с, конечно же, знакомым сценарием. И ты тянешься к нему, потому что он воплощает вот эту иллюзию надежности. Он не уйдет, пока ты терпишь. Он инвестирует в тебя там ресурсы, но взамен требует полного подчинения. И твоя психика, она такая думает: вот оно, спасение мое от одиночества, только надо платить болью. И вот это убеждение, оно сидит очень глубоко. У тебя любовь равно страдание под сильной рукой, да, иначе я никто. И все вот эти ред-флаги, да, красные флаги, ты игнорируешь. Там грубость, контроль над твоими деньгами, запреты на подруг. Потому что страх брошенности, он сильнее. И каждый раз ты цикл повторяешь. Влюбляешься в его силу, отдаешь себя полностью, а он использует тебя как подстилку для своего эго. И ты ночами вся в слезах, обвиняешь себя в слабости, а он в это время укрепляет хватку, давая там крохи стабильности. Например, там новый подарок, обещание, что женится, чтобы ты не сбежала, понимаешь? И все доходит до пика. Отношения рушатся, когда его контроль переходит грань.
Ты потом в депрессии месяцами, но через полгода снова ищешь похожего, потому что сценарий, он не сломан. И это не случайность, это твой мозг ищет повтор детской модели вот этой, где мама терпела то же самое, и ты унаследовала выгоду. Знаю, то есть быть нужной через жертву, иначе кто ты, да? И ты боишься настоящей свободы, потому что без палача нет оправдания твоим кошмарам, нет роли спасенного. И вот этот сценарий, он тебя в ловушке держит. Выбираешь авторитарного богача, мучаешься от его доминирования, но цепляешься за иллюзию защиты, пока ты не сломаешься снова. Ну, я думаю, что хватит это терпеть. Но нужно сначала признать, что корень вот в той семейной тюрьме, где стабильность, она равнялась эмоциональному насилию. Понимаешь меня? Что ты получаешь, оставаясь в роли жертвы в этих отношениях? Но это, знаешь, ты получаешь вот полный набор самооправданий и вот этого ленивого комфорта в своей клетке. То есть это, знаешь, как вот пассивный отдых от ответственности за жизнь, где ты сидишь, связанный собственными мыслями, жалуешься на палача, а внутри радуешься, что не надо вставать и менять хрень. Потому что эта позиция, она дает тебе иллюзию контроля через страдания. И через подтверждение всей твоей истории. Я всегда жертва. И ты там с очередным таким же типом уже год. Он орет, он контролирует все тебя, тратит твои деньги на себя, а ты лежишь дома, как в отпуске от мира. Работу не ищешь, подруг не заводишь, просто залипаешь там в сериалах, соцсетях, рассказываешь всем, какая ты несчастная, и все вокруг кивают, жалеют, иногда даже деньгами помогают, советами. Ну, ты, конечно, это игнорируешь советы, потому что зачем тебе советы чужих людей, да? А выгода огромная. Жалость к себе, она становится твоим вот этим запрещенным веществом. Ты не двигаешься, потому что в роли жертвы ты не отвечаешь за провалы. Вся вина на нем. И это дает передышку от реальной жизни, где пришлось бы там рисковать, действовать, что-то делать. И ты мысленно скована. Я не могу уйти. Он меня не отпустит, я слабенькая. И это держит тебя в паузе, где решений нет. Только нытье, которое приносит тебе внимание и легкость. Подруги звонят чаще, родители там денег дают. Ты чувствуешь себя центром вселенной страданий. Плюс это подтверждает твою старую историю. Типа, видишь, все мужики сволочи, а я боюсь их. Я права, что все вот эти мужики плохие. И ты не меняешься, нет. Зачем меняться? Потому что изменение, оно значило бы признать, что ты сама выбираешь эту хрень. Правильно? Правильно. И все вот так вот месяц за месяцем ты обиды копишь, но вместо разрыва ты драму устраиваешь. Где он извиняется, ты прощаешь, и круг замыкается. А выгода в том твоя, что не надо строить новые отношения с равным, где ответственность пополам. Проще же торчать в знакомой тюрьме, да, где твоя вот эта пассивность, она оправдана оковами. И ты получаешь эмоциональный отпуск. Спишь днем, ешь там всякие пирожки, винишь его в своей лени. И психика тебе шепчет: удобно. Никто от тебя подвигов не ждет, расслабься. Ничего делать со своей жизнью не надо. Ты страдаешь. И это держит тебя в цикле, потому что настоящая свобода, она пугает. Там же работать над собой надо, да, границы ставить, искать нормального мужика. А жертва, она дает тебе алиби. Ну, я же пытаюсь, но я не могу.
И ты кайфуешь от вот этого. Незаметно, конечно. Внимание без усилий, отдых без вины, подтверждение, что я не виновата. И пока вот ты не поймешь, что это саботаж, ты будешь сидеть в этом болоте, пока палач сам не уйдет к другой. А вся твоя выгода — это ленивая стабильность в аду, где ты королева жалоб. Как разорвать этот сценарий жертвы и начать выбирать мужиков, которые уважают, любят, знаешь? Это очень сложно. Вот в твоем случае это практически невозможно, потому что вытянуть женщину из любимого болота, особенно из жертвы, это практически невозможно. А разорвать этот сценарий просто очень. Возьми полный контроль над своей жизнью через жесткую структуру и вот через честное взвешивание фактов, где ты становишься императором своей реальности и выносишь справедливый приговор прошлому, начиная выбирать мужиков, которые уважают твои правила, а не ломают тебя. Да, сказать это легко, но в твоем случае ты же не хочешь. Ты же не хочешь, ты даже досюда расклад не дослушаешь. Вот прямо завтра садись и пиши 10 таких вот непреклонных границ в блокнотике. Никаких там криков, никакого контроля над твоими деньгами, там равное партнерство в решениях. И внедряешь их, прям как закон. А потом на свиданиях там с первого взгляда проверяешь. Если он давит авторитетом или манипулирует, сразу в блокировку вот в эту. И дальше идешь, без оправданий. То есть, например, вот смотри, встречаешь перспективного мужика, да? Он успешный, он начинает намекать такой: «Я главный в доме». А ты спокойно говоришь: «Нет у меня равенства» или там «Прощай, нам с тобой не по пути». И уходишь, не моргнув. Потому что внутри будет порядок. Понимаешь? И каждый день утром 10 минут планируешь свой день по пунктам. Вечером итоги подводишь. Как вот судья на картинке, да? Честно оцениваешь, где ты жертва, и корректируешь. И вот это сломает цикл навсегда. Твоя психика, она перестроится на стабильность без боли. Ты привлекать будешь тех, кто ценит дисциплину, справедливость, потому что ты сама излучаешь авторитет женщины, которая знает свою цену, понимаешь? Через месяц ты уже будешь в отношениях с мужиком, который обсуждает покупки вместе, да? Уважает график твой, делит бытовые вот эти там посуду помой, приберись и так далее поровну, без всяких драм. Вот чистая гармония, потому что ты установила правила с первого дня. И он либо вписался, либо отвалил. И вот этот вот внутренне должна ты менять свое убеждение, типа, вот как сказать, я достойна уважения без страданий, должна ты его поменять. Понимаешь? То есть повторяешь это себе ежедневно. И прошлое вот это с палачами, оно уходит назад, как урок, а не как цепь. Сейчас у тебя это цепь, цепочка, причем она замкнута. Твой выход — это, знаешь, стать своей собственной императрицей вот с весами правды в руках. То есть структурируй жизнь, там, мужиков суди по делам, ставь границы, как вот, но здоровые границы, конечно же, а не так закрылась и никого не впущу. И потом увидишь, что потянутся нормальные мужики, которые любят по-настоящему, без вот этих твоих старых мук. Это на 100% сработает, потому что сила и справедливость — это твой новый якорь.
И жертва просто уйдет в помойку истории, причем навсегда. Понимаешь? Ты справишься, впереди будет куча радости с нормальным мужиком, без всяких палачей и вот этих сценариях, что я жертва, я буду страдать. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Напомню, передо мной бумажка с 3 вопросами. И первый вопрос: какой у тебя внутренний сценарий заставлять снова и снова палачей выбирать? По картам, знаешь, твой сценарий вот так работает. Ты внутри себя всегда вот на полной скорости вперед мчишься, чтобы контроль взять над хаосом. Особенно, когда вокруг вот эти углы острые, уколы словесные. Потому что что? Потому что в детстве ты научилась выживать только в таких баталиях, где нужно оборону держать и умом контратаковать, а не чувствами. То есть вот маленькая ты видела, вот как родители, ну или кто-то близкий, как говорится, правду матку без пощады прям в лоб рубит. И единственный способ не сломаться был — это надеть доспехи решимости, да, и ехать напролом, доказывая, что ты сильнее любой вот этой атаки. И теперь это твой автопилот в любви. Ты цепляешься за мужиков, которые сразу начинают проверять тебя на прочность. То есть там грубят, черный юмор, вот такие вот подколы нездоровые, да, это знаешь, вот как сказать, вот как мягко сказать, чтобы никого не обидеть-то. Ну, например, там, пришли мне фото, да, определенного характера, и ты отправляешь там, то есть давят они авторитетом. Замечания колкие, например, ты такая худая, аж порезаться можно. Ну, понимаешь, да? Если это твой расклад, ты меня уже поняла. То есть вот это вот все. И ты сразу такая думаешь: вот он, настоящий мужчина, который меня разбудит, заставит бороться. Короче, ты палачей выбираешь, потому что в этом сценарии ты королева арены. Твоя воля, она побеждает. Ты парируешь их остроты своими аргументами. И каждый раз, когда он тебя там заденет, ты внутри кричишь там: «Я справилась, я в контроле». Понимаешь, это не случайность. Это твоя скрытая выгода от вот этой детской модели. Боль от их нападок дает тебе дозу адреналина и ощущение триумфа. Когда ты устояла, я имею в виду. Вместо вот этой скучной «я тебя люблю, я тебя тоже, давай поженимся». Тебе нужна битва. И ты тянешься к ним, потому что без вот этого внутреннего драйва ты себя пустой чувствуешь. Как будто жизнь без конфликта, она не настоящая. А вот эти все скучные «я тебя люблю, уси-пуси», «я тебя тоже люблю, уси-пуси» — это не твое. Вот последняя твоя история, да? Мужик, который сначала тебя напором очаровал, а потом начал пилить за каждую мелочь, ты месяцами терпела, спорила с ним, и в итоге ты ушла с гордо поднятой головой. Мол, я его сломала своим мозгом, ну, интеллектом, да? Но на деле ты просто цикл повторила. Ты выбрала того, кто дает тебе повод для войны, чтобы твоя колесница неслась вперед, а паж в голове остро отслеживал каждую вот эту угрозу.
И вот этот сценарий, он тебя в петле держит, потому что он маскируется под страсть и под силу. И ты думаешь такая: нормальные отношения, они скучные, нахрен мне цветы, вот если бы он там и вот это сделал. А вот эти вот отношения, вот эти вот, да, где вот подколы вот такие нездоровые и так далее, они для тебя живые и полные движения. Вот ты встречаешь, например, там крутого, уверенного мужика, да, там на работе хоть где, он сразу бросает вызов твоим идеям. И ты заводишься, ты ввязываешься в эту перепалку. И через неделю, через месяц уже в отношениях вы с ним. Где каждый день это вот как эти рыцари же бегут, не бегут, а едут на лошадях друг к другу, да, рыцарский турнир с копьями. Вот, это твоя, как сказать, это твое уютненькое. Он давит, ты контратакуешь мыслями и так далее. И ты в теме, потому что это подтверждает твой внутренний миф «я выживу только в бою». Чтобы корень увидеть, просто вспомни, как в семье ценится тот, кто не сдается вот под натиском. Вот ты стала такой воительницей, да, как женская, амазонкой. Или, по-другому сказать, там, пацанкой. Но в любви это превращается же в ловушку. Ты не жертва по умолчанию, ты провоцируешь их на роль палача своей вот этой жаждой контроля через конфликт. И пока ты не поймешь, что настоящая сила, она в выборе мира, то будешь мотаться по этому кругу, выматывая от каждого нового вот этого противника. И, этот сценарий — это твоя броня из детства, которая теперь тебя саму режет. Что ты получаешь, оставаясь в роли жертвы в этих отношениях? Знаешь, выгода — это... Знаешь, ты получаешь кучу плюшек от, вот сказать, вот, от старых традиций, которые внутри тебя сидят железно. Это вот, знаешь, как возвращаться там в знакомое здание, да, там в знакомый дом, где вот правила простые. Терпишь боль, и тебя автоматически ставят в центр вот этого морального пьедестала. Плюс бонусом прыжок в никуда, он дает тебе ощущение полной свободы от ответственности. Понимаешь? То есть вот по-другому скажу. То есть выгода твоя, она огромная. Жалость к себе, она становится твоим троном. Потому что все вокруг видят тебя страдалицей, начинают учить, советовать, жалеть, а ты в этом купаешься. То есть ты подтверждаешь свою старую историю. Я всегда жертва в любви, но это нормально, это по правилам. В отношениях вот с очередным, как сказать, палачом, да, он тебя унижает, игнорит, а ты внутри радуешься. Вот я следую вот этим священным законам семьи, или там общества, где женщина держит семью любой ценой и не рвет связи, а страдает благородно, оскаливаясь даже. Это дает тебе иллюзию контроля. Ты ничего не меняешь, ты прыгаешь в бездну каждый день, не рискуя, но, как сказать, но не отвечаешь за разрыв, потому что он плохой, а я святая. Как бы я его в ответ не укалывала, укалывал, вот как помнишь, я сказал про рыцарей, да? То есть твоя сценарий, он тебя гнобит, ты отвечаешь, но он будет плохим, а ты святой. Потому что что? Потому что я девочка, и я страдаю. И в итоге ты получаешь внимание. Подруги жалеют, мама вздыхает, там, терпи, доченька. И ты кормишься этим. Потому что без роли жертвы кто ты? Обычная девчонка без драмы, да?
Плюс шут внутри позволяет тебе чувствовать себя там невинной авантюристкой. А что, ты же его просто кольнула, да? Ты же девочка, ты имеешь право. А он нет, он тиран, он абьюзер и прочие вот эти слова красивые. Мол, я рискую сердцем, это мой путь, и если рухнет, то это не моя вина. Я просто следовала зову. А что я, молчать буду, что ли? Ты с ним уже полгода. Он орет, меняет планы. Ты подругам говоришь, он меня добивает. И они тебя такие все обнимают, говорят, ты сильная, держись. И ты в эйфории от этого. Это подтверждение, что твоя жизнь по канону, как в старых семейных сказках, где жертва всегда права. И это держит тебя в круге. Каждый раз, когда вот там хочется свалить, ты говоришь, нет, это мой долг терпеть, я тогда буду героиней. Плюс легкость от прыжка веры, она маскирует вот этот страх изменений. Ты не уходишь, потому что получаешь эмоциональный вот этот запрещенное вещество, понимаешь? Превосходство над ним морально, свободу винить его во всем. Понимаешь? Ну, это твоя зона комфорта. Ты из него сама делаешь абьюзера коля. Но твои якобы вот эти уколы, они не считаются, потому что ты девочка. И в следующий раз он опять грань перейдет, ты опять его доведешь, да, потому что твои уколы — это доведение до белой горячки чуть ли не это. И ты потом опять всем расскажешь, что вот он плохой. Понимаешь? И опять почувствуешь себя королевой страданий, и круг замкнется. Потому что выгода слишком сладкая. Понимаешь? Как разорвать? Тоже просто... Извиняюсь. Просто разорвать. Ныряешь в свою женскую силу, причем целиком. Растишь внутри себя не пацанку, а нежность. И эту открытость эмоциям. И сразу начинаешь притягивать мужиков, которые будут тебя лелеять, а не бить и так далее. Извиняюсь. Вот смотри, с сегодняшнего дня садишься за творчество. То есть то, что питает твою душу. Рисуешь, дневник чувств пишешь, готовишь что-то вкусное для себя. И каждый раз, каждый вечер, точнее, перед сном спрашиваешь вот саму себя, а что сегодня порадовало-то мое сердце? И фокусируешься на мягких эмоциях, а не на битвах, которые тебе такие сладкие. И это перезапустит тебя. Императрица внутри, она расцветает. Ты станешь магнитом вот этого изобилия, заботы. А Паш Кубков, он принесет первые послания от души. То есть там интуитивные подсказки, кого выбирать. Вот смотри, например, встречаешь знакомого, да? Раньше бы ты в нем увидела палача, там за намек даже на спор. Но теперь твоя новая энергия, она говорит, нет, он же мягкий, давай с ним о чувствах поболтаем без вот этих колкостей и выводения, не знаю, как слово правильно говорится, выводения его на эти, как их, на истерики. И вы идете там на свидание, он слушает твои мечты, дарит цветы без повода, и ты в шоке. Как же это легко, да, когда тебя ценят. И выходишь из вот этой жертвы навсегда, потому что ты меняешь убеждение, что любовь — это плодородие и нежность, а не война вечная. И удали вот первое, что делать, да, нужно удали все сомнительные контакты из телефона. Тут
Запиши список качеств. Мой мужчина там заботливый, он слушает, он радует и так далее. И ходи с этим в кармане. Повторяя утром. А лучше вот прям на заставку телефона эту надпись делай. И твоя женственность, она взорвется. Тело наполнится. Понимаешь? Ты засияешь, и палачи, они просто отвалятся, потому что они не смогут пробить твою вот эту броню любви. Причем броню любви к себе. Но твой прорыв, он только через творчество и вот эту чуткость эмоциональную. Понимаешь? Ты исцеляешь корень, и границы ставятся сами. Говоришь грубости, сразу нет. И выбираешь тех, кто, как говорится, льет мед на тебя. Понимаешь? Через неделю там на встрече с мужиком, который пишет, и там, как твой день, как твой день прошел, солнышко, заинька, другие вот эти красивые слова. Ну, я просто не знаю такие слова. Зайка, солнышко и все. Мой словарный запас на этом. А не вот это вот. Ну, что ты там, как, спишь, что ли? Давай, едь ко мне, такси сама себе оплати. Видишь, разница какая. И вы гуляете, вы обнимаетесь, он уважает тебя, твой ритм. И ты просто поймешь, что вот оно, любовь настоящая, без боли, вот. И ты будешь просто в потоке вот этого изобилия. И мужики теперь твои поклонники. А сценарий жертвы, он будет в прошлом. Понимаешь? Если проживание арканов, это все в императрице прорабатывается. Приходи обязательно, кстати, двоечкам, всем обязательно нужно идти в проживание арканов. Данный расклад, точнее не расклад, а вот данное, что я сказал про теневую сторону, про жертву, это все прорабатывается именно в императрице. Ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. Давайте к третьему варианту перейдем. Троечки. Напомню, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел. И первый вопрос у нас: какой сценарий заставляет тебя снова и снова палачей выбирать? Ну, знаешь, твой сценарий, он вот чисто про то, как ты сама себя запутываешь в тумане вот этом. Туман страхов, своих вот этих иллюзий. И сразу хватаешься за максимальную перегрузку в отношениях. Потому что внутри сидит вот это убеждение твое, что там настоящая связь, она возможна только через полное истощение сил. И ты выбираешь этих палачей, потому что ты подсознательно веришь, как будто любовь прячется за обманами и за неясностью, где ты реальности не видишь. А вместо этого ты загадки разгадываешь, почему мужик холодный, почему он манипулирует, и это тебя заводит. Как вот, как сказать, как вот игра в прятки с болью. А корень в том, что ты вот усвоила рано, чтобы удержать рядом кого-то, нужно тащить на себе весь их эмоциональный груз, плюс свой еще. И становишься вот этой вечной тяговой, вот этот, который тянет же, этот, как называется, тележку, вот это лошадью такой, тяговой, давай мы ее с тобой назовем тяговой. И лошадь эта гнется под весом вот этих чужих ожиданий, своих иллюзий.
То есть ты мужика встречаешь, который вот с первого взгляда кажется тебе там загадочным, полным тайн, и ты ныряешь в это, игнорируя вообще все красные флаги. Потому что твой мозг кричит: вот оно, настоящее, раз так сложно. А потом он начинает давить. А что? Он начинает требовать, он начинает контролировать, и ты берешь все на себя. Его капризы, его молчание, его вспышки гнева. И нагружаешь себя до предела, потому что иначе страшно. Иначе пусто в этой тьме, где ничего не видно. И ты повторяешь это все раз за разом, потому что сценарий, он запускается у тебя как на автопилоте, автоматически. Страх одиночества, он маскируется под интуицию. А перегрузка, тебе кажется, что это доказательство твоей преданности, если я все его проблемы возьму на себя. В итоге что? Ты всегда на грани выгорания. Всегда с ношей, от которой плечи уже ноют. Но уйти ты не можешь, потому что это подтверждает твою старую установку. Я ценна только когда страдаю и тяну все одна. И вот этот круг, он тебя крепко держит. Ты тянешься к палачам, потому что они дают иллюзию глубины через хаос. А ты привыкла разгребать этот бардак в одиночку. Ты этим себе подтверждаешь, что без такой нож ты никто. И доходит до точки, когда силы просто кончаются полностью, причем ты ломаешься, и цикл снова перезапускается с таким же типажом мужиков. Потому что корень не тронут. Ты потому что правды о себе не видишь и о мужиках, таща дальше свою вот эту, как сказать, вот эту вот якорь свой, переполненный. Это твой автопилот. Туман страхов плюс вечная перегруженность. У тебя это равняется выбору тех, кто тебя добивает. И ты в этом мастер прям. Но я думаю, что пора понять, что это не судьба. Это просто чистый самообман с износом. А больше никак тут не назовешь. Что ты получаешь? Что ты, извиняюсь, что ты получаешь в этих отношениях? Ну, знаешь, оставаясь в этой роли жертвы, ты прям получаешь упрямую стабильность в постоянной борьбе, где вот каждый день это рутинная потасовка за внимание. И это держит тебя в зоне твоего комфорта, потому что хаос конфликтов, он кажется тебе предсказуемым, знакомым. Как лошадка старая рабочая, да, которая просто топает по наезженной вот этой дороге. И ты держишься упорно за этого мужика-палача, вкалывая на отношения, как на работе тяжелой. А выгода в том, что вот эти мелкие стычки, они дают тебе ощущение движения вперед. Мол, типа, мы боремся, значит, что-то меняется. Хотя на деле ты просто крутишься в колесе вот этого соперничества за крохи тепла. Он опять орет или там игнорирует, и ты ввязываешься в этот спор, тратишь часы на разборки. И после этого чувствуешь себя просто героиней, которая не сдалась. И упорно я стою на своем, получаю дозу вот этого адреналина от вот этой вот рутины битв. А другая выгода — это жалость к себе. Она становится твоим топливом. Все вокруг ахают, охают, как тебе тяжело. И ты в центре внимания. Подтверждаешь старую историю, что ты всегда борешься одна против мира за этого мужика. Блин, сарказм у меня не получился. Ну, ты поняла, да? То есть это дает тебе иллюзию контроля. Ты думаешь, что если ты будешь методично долбить эту стену конфликтов, то прорвешься. А на деле, как сказать, рвешься только ты.
Ты просто изнашиваешься. Но ты не уходишь, потому что без вот этой ежедневной драки жизнь тебе пустой кажется. Ты получаешь стабильность вот от предсказуемости. Завтра мы опять поссоримся с ним, помиримся на пару дней. И так по кругу. И это лучше, чем тишина без борьбы для тебя. Плюс в этой роли ты не рискуешь настоящей близостью, где нужно открываться, да? А просто остаешься в своей вот этой крепости упорства, где каждый конфликт, он подтверждает, что ты сильная, что ты надежная, и что вот посмотри, я же тебя не бросаю после того, как мы поругались. Извиняюсь. И знаешь, это тебя убивает по чуть-чуть. И все логично, что доходит до полного выгорания. Ты тратишь все силы на вот эти ссоры, не продвигаясь никуда. Но выгода в том, что сценарий жертвы, он кормит твою потребность в знакомом аде, где ты королева драмы. Вот, а твой пьедестал, взойди на него, я подам тебе руку. И никто не заставит тебя меняться по-настоящему. Короче, сидишь ты в этом ради стабильного своего потока адреналина. От боев, от жалости, которая маскируется, которая, знаешь, вот маскируется под страхом реальной свободы. То есть ты боишься реальную свободу. И тут круг, он, знаешь, как-то идеально прям замыкается. Ай, как разорвать? Я извиняюсь, я кашляю. Я надеюсь, что некоторые кашли свои я вырежу, заглушу. Как сценарий жертвы разорвать? И начать нормальных мужиков выбирать. Ну, знаешь, тут, знаешь, вот как сказать, тебе нужно встать вот в такую позу жесткой королевы с мозгами. Вот как по-другому сказать? То есть нужно железные границы установить и сиять полной ясностью. Понимаешь? Открывая дверь, конечно же, к чистому счастью, без всяких, даже без единой тени. Вот первое и главное действие — это вот прямо сейчас научись одним ударом рубить все токсичное. Вот, например, в следующий раз, когда мужик, то есть палач, начнет манипулировать или давить, вот смотри ему в глаза холодно. Без истерик, прям вот именно как королева мечей. Как королева мечей. И говори «нет», просто без объяснений. Отрезая контакт сразу, потому что твоя независимость — это будет твоим новым стандартом. Берешь свой разум в кулак, перестаешь терпеть херню и выбираешь только тех, кто сразу показывает уважение делами, а не вот этими пустыми обещаниями. Извиняюсь. Вот представь, встречаешь нового мужика. Он тянет на первое свидание, он уже там готов, как говорится, с тобой встречаться, но даже звонить начал с претензиями. Понимаешь? И бац такая, ты четко заявляешь свои правила. Например, я в эти игры не играю, либо ты уважаешь меня, либо давай до свидания. Понимаешь? И уходишь с гордо поднятой головой, чувствуя прилив сил при этом. Этот шаг, он выведет тебя из жертвы, потому что королева, она учит быть честной до мозга костей и не жалеть никого, включая себя. И вот тогда солнышко вырывается в твою жизнь. То есть отношения расцветают в радости, где мужик ценит твою прямоту, балует тебя теплом, и вы вместе, как говорится, сияете успехом без всяких драм. И только так ты начнешь притягивать вот мужиков, которые тебя любят, а не которые хотят себе рабыню Изау.
Потому что твоя ясность, она притягивает то же самое. И каждый день полон энергии, полон там смеха, поддержки взаимной, без всяких перегрузок или туманов. И через месяц твоего вот такого холодного нет, такой практики, ты уже будешь в паре с тем, кто носит тебя на руках. Планируете будущее с улыбками, ржете и так далее. И старый сценарий будет стерт полностью, потому что ты выберешь свет, а не тьму. Понимаешь? Границы, то есть на замок, ум острый, и счастье само придет, полное и яркое, потому что ты на все 100 этого заслуживаешь. И, конечно же, всегда помни, что дед всегда рядом.